Доброго вам времени суток, уважаемые дамы и господа. Мы с вами на канале Печи Камины, я Александр. И сегодня поговорим о печах-каминах. Не за горами завершение дачного сезона. И те смельчаки, которые отваживаются остаться в своих дачных домиках на период глубокой осени, либо начало осени. Но, в общем-то, температуры все равно будут достаточно низкими и некомфортными для того, чтобы оставаться без приборов отопления на даче. Для них специально посвящаем этот ролик. Чугунная печь-камин от компании Fairway, Clemens она называется. Вот такая вот внешне достаточно интересная печка мощностью 9 киловатт, дымоходом диаметра 120, большим стеклом достаточно. И, собственно говоря, не прямо-таки огромными размерами, но обладающей хорошей мощностью. Печка, позволяющая дачнику с успехом оставаться с ночевкой, проводить время в работе, не сидя у какой-нибудь буржуйки, не подкладывая в нее дрова. Давайте смотреть, давайте разбираться, что же в этой печке камины особенного, чем она будет отличаться от большинства других. Ну, первое, это внешний вид. Внешний вид, он, конечно, сразу бросается в глаза. То есть вот такая вот керамическая плитка, ну, очень классная по своей стилистике, необычная, такого практически ни один производитель не делает, но я точно не видел уже давно таких технических решений на печках. В общем-то, вот в таком исполнении она предстала перед нами. Печка имеет огромное достаточно стекло, большое, светопрозрачное. Стекло мы сейчас с вами тоже померяем. То есть стекло, ну, приличное по сравнению с большинством других печей. То есть здесь получается, вот если смотреть по ширине, стекло 20 приблизительно сантиметров, и высота стекла, практически 30 сантиметров. То есть такое достаточно хорошее большое стекло. Ну что ж, компания Fairway постаралась. В переводе, кстати, огненный путь, по-моему, так называется, если быть точными. Давайте откроем дверку, но дверку открывать не так-то просто будет. Вернее, достаточно просто. Техническое решение — это вот такие вот ручки. Ручка чем-то мне напомнила ручку у печи камина Лава от Fairlux. То есть это вот пластиковые вставки. Я надеюсь, что они из какого-нибудь термостойкого пластика, потому что все-таки будут нагреваться они, вот дверки. Ну, вот так вот решили. В принципе, дверка открывается, ну, достаточно плавно. Не верх совершенства, но тем не менее все достаточно хорошо. Дверка сама, хотелось бы обратить внимание, она из чугуна выполнена. Петли вот такого вот формата, штырь в них стоит, который закрывает все это дело. Внутри, ну, все как и обычно, то есть армированный шнур по всему контуру, посадка стекла на точки, 4 точки идет. Все, в общем-то, как в лучших домах Лондона и Парижа, то есть самое такое, что ни на есть базовое исполнение для печей каминов. Внизу под дверкой в зоне видимости сразу у нас присутствует регулировка режима горения колосниковой зоны. Здесь чуть ниже идет вот такая вот, опять же, декоративная вставка. Дальше чуть ниже идет ручка. Что она делает, я сейчас вам покажу. Она регулирует работу колосников. То есть здесь вот такой вот сбросной колосник идет. Вот, колосничок вот такого вот формата. И он вращается за счет работы вот этой ручки. То есть поворачиваю ручку, он вращается. Это позволяет сбрасывать золу, не открывая дверку. Тоже достаточно удобно. Нижняя часть у нас также представлена ручкой такого формата. Тоже достаточно просто открывается. Зольный ящик.
Зольный ящик большой достаточно. И здесь приятная неожиданность. Перчатка. Значит, производитель о нас заботится. Есть возможность вот такой вот чапельник для того, чтобы вынимать зольный ящик. Ну, это тоже такой нужный причиндал, собственно говоря. То есть это вот из доп. Опций на этой печке. Все это дело закрывается. Вот. То есть зольный ящик мы с вами посмотрели. На зольном ящике есть регулировка, то есть настройка приточки кислорода туда в зону горения. То есть она идет и отсюда, и сверху, вот тут вот, чуть повыше, тоже настраивается. Тоже огромное достаточно преимущество. Вот. А также внутри топки, я посмотрел, там есть такие отверстия, их сейчас видно. Через них подается предварительно нагретый воздух для организации дополнительного дожига. Вот над значком прямо-таки вот эти вот отверстия находятся, их видно достаточно хорошо. Вот. Сама топка выполнена из чугуна. Ну, такой чугун, в принципе, где-то толщиной в сантиметр практически, может быть, чуть поменьше. Ну, вот таким техническим решением пошли. Мерить его сейчас не буду, потому что там надо вынимать вот эти части. То есть топка, она из нескольких частей состоит. Металлический стальной отбойник сверху стоит. Но мы сейчас поговорим о именно режиме регулировки. То есть и здесь регулируется, и снизу настраивается приточка. Сверху есть также рычажки от системы чистое стекло. То есть вот они позволяют не коптиться нашему стеклу. И то есть мы можем печку настраивать непосредственно под себя и сверху, и снизу здесь, регулируя все непосредственно, что нам необходимо для того, чтобы была максимальная визуализация. Внутрянку с вами посмотрели, сверху чугунная крышка идет, здесь дымоход. Дымоход сверху выходит. Дымоход представлен патрубком, опять же диаметр 120, один из таких базовых для печей каминов. И вот что интересно, сверху расположены вот такие вот отверстия конвекционные для того, чтобы быстро достаточно набиралась температура. Это тоже одно из таких преимуществ. То есть у нас печка в кожухе находится, и это достаточно удобно. Здесь вот покажу вам зернистость чугуна, то есть ее можно рассмотреть. И опять же некий рисунок такой вот базовый, сразу переход его видно, и обычный. Вот таким образом это все выполнено. Задняя стенка вот достаточно оригинально сделана, на что еще хотелось бы обратить внимание. То есть вот такие вот интересные конвекционные отверстия, их, конечно, видно не будет, но тем не менее они нужны, они важны для быстроты отопления помещения. По краям, для того, чтобы у нас держалась плитка, вот такие вот металлические вставки идут. Они закрывают края плитки, чтобы это выглядело достаточно декоративно. А сверху и снизу по бокам вот такая вот металлическая решетка идет. Также через нее выходит теплый воздух у нас в помещении. Она и снизу, и сверху. И смотрится все это дело, ну, прямо-таки достаточно шикарно. То есть вот такой вот каминчик для дачника. Вот, стоимость чуть выше 30 тысяч рублей в чугунном исполнении, но это более чем достойная модель для дачи. Вот. А самое главное, поднять ее будет достаточно сложно, хотя утащить у нас могут все что угодно, но даже вдвоем при общем весе более 100 килограмм, где-то там и в районе 140-130 килограмм веса, в общем-то это вполне себе серьезная такая величина. Вот, ну, вот такой вот камин сегодня у нас на обзоре был. С вами был Александр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока.